Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о реальной проблеме современного японского общества, а именно о демографическом кризисе. Нация постепенно вырождается, и с каждым годом проблема только растет, несмотря на попытки правительства это исправить. Давайте посмотрим на это более подробно. В Японии демографический кризис, или катастрофа, как его некоторые называют. Население страны восходящего солнца сокращается из года в год. На данный момент население Японии 126 миллионов человек. Но если тенденция сохранится, то уже к 2050 году эта цифра будет равна 100 миллионам человек. В среднем скорость убыли населения Японии 400 человек в сутки. Вы только вдумайтесь, с каждым годом японцев становится все меньше и меньше. Нация вырождается. И этим, конечно же, обеспокоено японское правительство. Одна из главных причин демографического кризиса – это снижение рождаемости. Японцы не заводят семьи, не рождают детей и, самое главное, многие даже об этом не задумываются. Государственный опрос японцев в возрасте от 18 до 34 лет показал, что среди холостяков 70% мужчин и 60% женщин не находятся в отношениях. Более того, 61% мужчин и 45% женщин признались, что они девственники. Другими словами, более половины опрошенных японцев никогда не имели отношений и близости. 40% опрошенных сказали, что не видят смысла в браке, и 45% мужчин не проявили интереса к свиданиям с противоположным полом. Такая тенденция сохраняется, особенно виден сильный рост в последние несколько лет. Причин этому несколько. Японское общество ставит перед японцами много преград, которые нужно преодолеть, чтобы считаться полноправным членом этого самого общества. С детства нужно соответствовать множеству стандартов, отчего японцы не уверены в стабильности своего будущего. Для создания семьи необходимо иметь хороший доход, чтобы было возможно оплачивать жилье или ипотеку. Плата за обучение детей тоже немалая, поэтому многие решают вообще не вступать в брак и, как следствие, не заводить детей. К сожалению, семья в Японии – это дорого. Другим же фактором отказа от семьи является увеличение экономических возможностей для женщин. Сейчас женщины занимают должности в политике, государственных структурах и в различных фирмах. Опрос также показал, что женщины от 40 до 60 лет осознанно выбирают карьеру вместо семьи. Также одна из причин демографического кризиса – это повышение уровня образования. Многие японцы выбирают саморазвитие вместо семьи. Развитие же технологий привело к созданию новых причин. Даже в России в интернете часто можно услышать фразы, что настоящие парни и девушки не нужны, что 2D, различные анимационные и игровые персонажи лучше. В Японии с этим намного хуже. Некоторые действительно видят свое счастье в общении с нарисованными персонажами, другие же женятся на подушках и прочем. Ситуацию усугубляют такие устройства, как виртуальная жена, о которой вы можете подробно узнать в другом моем видео на канале по ссылке в описании. Многим людям достаточно просто с кем-то переписываться без реальных встреч. Другие же просто рады иметь идеального партнера, пусть он и не настоящий. Аниме идеализируют девушек и парней, отчего у многих пропадает желание реального общения. Да и к тому же многие в современном мире просто разучились действительно общаться друг с другом. Кстати, важно отметить, что такая тенденция отказа от создания семьи и рождения детей наблюдается не только в Японии, но и во многих других странах, в том числе и в России. Различные сообщества, пропагандирующие то, что отношения, парни или девушки не нужны, а также всякие движения на эту тему, только укрепляют желание в некоторых людях отказаться от семьи и жить только для себя. К тому же современная Япония столкнулась с такой проблемой, как травоядные мужчины, о которых я тоже рассказывал на канале. Молодые японцы просто не видят смысла в сексе и не хотят им заниматься, а следовательно и не видят смысла в противоположном поле. Причем так думают не только мужчины, но и женщины. Все эти проблемы, как снежный ком, только становятся все больше и больше. Все это привело к тому, что на данный момент в Японии 25% населения старше 65 лет, то есть пенсионного возраста. Это сильно бьет по казне страны восходящего солнца, а также ложится на плечи молодых японцев, которым нужно работать больше, чтобы обеспечивать неработающее население. Демографический кризис – это одна из главных проблем, с которой необходимо справиться японскому правительству и обществу в целом. Для этого делаются определенные шаги в различных направлениях. Буквально на днях японское геронтологическое общество предложило официально считать пожилыми людей в возрасте старше 75, а не 65 лет, как принято сейчас.
Другое же направление – это роботизация общества. Так как в стране не хватает рабочей силы, ее планируют просто создать за счет роботов. Особенно это будет актуально в центрах по уходу за пожилыми, потому что работников сильно не хватает. Также японское правительство смягчает условия для получения виз иностранцами. Планируется, что иностранцы, которые будут приезжать в Японию, смогут занять ниши, в которых не хватает рабочей силы. Особенно это актуально в медицинской сфере. Возможно, в скором времени иностранцам позволят работать в Японии врачами. Также приток иностранцев поможет увеличению рождаемости, хоть это и будут интернациональные семьи. Однако получить гражданство страны восходящего солнца по-прежнему сложно, и иностранцы должны быть полезны обществу. Если кто-то из вас решил связать свою жизнь с Японией, то сейчас самое время. Ну что ж, друзья, надеюсь, что видео было вам интересным. Хочу напомнить, что у меня в группе проходит большой розыгрыш призов из Японии, среди которых PlayStation 4, японские сладости и многое другое. Ссылка в описании. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями. Поделитесь вашими мыслями о демографическом кризисе в Японии в комментариях, а также не забывайте ставить лайк. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.